The long-lasting benefits of owning animals have been proven by scientists time and time again. Pets provide company for the elderly, make people feel needed and happy, and of course, who can resist a favorite critter cuddling next to you? Конкретно собаками 8 лет я занимаюсь. Это было дикое желание, когда подросли детки, иметь что-то дома, такое вот, о чем можно было заботиться в полной мере, чтобы зависело от тебя. Bedrova, who lives with her husband and 2 children, keeps 6 dogs in her 2-room apartment on the northwest side of Moscow. О прибыльности дела говорить вообще невозможно, да и делом-то как таковым это назвать нельзя. Это приятно греет карман периодически, не более того. То есть основная масса уходит, хорошо. Основная масса, да, как бы затрат. То есть собаки на самоокупаемости получается. It sounds harmless, but some city authorities say breeders like Bedrova are creating a safety problem. A proposed city law would limit public housing residents to just 2 adult pets, plus their offspring that are younger than 3 months old. И это действительно правильно, потому что у людей в квартирах там не то что единицы, десятки и сотни животных, особенно кошек. У меня жилье не приватизировано, то есть у меня жилье в муниципальной собственности. Соответственно, ко мне в любой момент могут прийти и посчитать по головам. И пальцем ткнуть, да, вот эту особь надо усыпить, вот эту продать, вот эту подарить. A purebred puppy sells for as much as 90,000 rubles, or 5 times the average Russian monthly salary. Как бизнес – это теневая сфера экономики, которая не находится под государственным контролем. Поэтому это очень выгодно. Это сумели понять очень многие в 90-е годы и стали заниматься этим бизнесом. И, конечно, рано или поздно вот такое бесконтрольное разведение должно было привести к последствиям печальным. Until recently, breeds such as German Shepherds, Doberman Pinschers, Pit Bulls, and Wolfhounds were high in demand. Some were purchased for protection, but most were seen as the it pets to own. То есть если раньше собаки кусали руки и ноги, то сейчас это преимущественно раны шеи и скальпированные раны головы. То есть это собаки бойцовые. То есть речь идет о том, что где-то 78% покусов исходит от животных владельческих, причем особых пород, отнюдь не бездомных. Подаем заявление, и милиция нам тоже начинает говорить: а опять собаки. Да у нас бомжи лежат, там, у нас пенсионеры страдают, а вы тут со своими собаками. The government is caught between those who want greater enforcement and pet owners who say the city isn't animal-friendly enough. The new laws, if passed, may lessen one problem while increasing another. Это произойдет, и людей будут штрафовать за избыток животных. А что будет с животными? While Novozhilova wants Moscow to control its pets, she says the city wouldn't be able to handle the consequences of the proposed law. Shelters in Moscow cannot handle large numbers of animals. Often, strays are taken to locations outside the city and killed. Вот что в России называется потемкинские деревни. Когда фикция такая вот изображается, вот таким же образом быстро расставили стены, ширмы, рассадили собак, которые, по-моему, под скорую руку просто попались, и запустили сюжеты, что вот уже открыты приюты. Это летом. Спустя 3 месяца, когда уже осенние морозы начались, к нам посыпались звонки и жалобы, что там нет ни ветеринарного обслуживания. То есть там набрали гастарбайтеров, которые работают за небольшие деньги. Они вообще с животными не умеют общаться. Там нет ветеринарной никакой помощи, там замерзает вода и вообще нет водоснабжения. Without adequate shelters, Moscow has already seen a resurgence of homeless dogs, and that's been a fire starter for other problems. Собаки истребляют практически все виды фауны, значимые для человека внутри, в городской среде, так? То есть это и копытные исчезли, там, косули у нас когда-то были вот в парках, да, вот около МКАДа, да? Потом исчезли зайцы, ежи. Вот этот хищнический пресс на фауну, так, это очень серьезно. Bedrova hopes that this law will not pass, but instead that people will learn the discipline that pet care requires. Прежде чем завести собачку, нужно взвесить все за и против. Сможете ли вы полноценно обеспечивать ей полноценную жизнь, собаке? Если вы заводите собачку и можете пообщаться с ней только в ночи, приходя с работы, наверное, не нужна вам собачка. The city council is reviewing the proposed laws, but will most likely not pass them in their current forms. When or if a new law is passed, implementing it will be another battle.